Народ, всем привет! Вот и настало лето, первые теплые деньки, а это говорит о том, что пора ставить бассейн. И сегодня я хочу рассказать вам все тонкости этого, как казалось бы, совсем непростого процесса. Итак, начнем с постамента. Бассейн должен стоять на идеально ровной поверхности, иначе в нем будет просто-напросто неуютно и неприятно купаться. Поэтому мы его ставим вот на такой постамент. В нашем случае он примерно 4,5 на 4,5 метра. Постамент мой сделан из пеноплекса, уложенного на ровную утрамбованную землю. При этом я использую пеноплекс пятерочку. Нужно это для того, чтобы ночью тепло от воды не уходило в землю и была ровная хорошая поверхность. Дальше накрываем пеноплекс пленкой. Это нам позволит его сильно не стирать, сильно не замачивать и в целом сохранить целостность конструкции. Поверх всего этого пирога мы будем использовать фирменную интексовскую подложку размером 4,7 на 4,7 метра. Загибаем ее края под наш постамент и получаем вот такую вот голубую красивую поверхность. На самом деле он исполняет больше декоративную роль. А вот и очередь самого бассейна. Он у меня разложен в двух коробках, но изначально поставляется, конечно же, в одной, причем там все настолько плотно упаковано, что после первого уже разбора второй раз сложить так уже не получилось. Сам каркас бассейна состоит из трех деталей. Круглые трубы, которые выполняют роль бортов, такой вот Т-образный переходник и овальные ножки. Ножки эти вставляются в зажимы, а боковые трубы вставляются на специальные крепления в виде защелок. Раскладываем бассейн по постаменту и начинаем сначала вставлять по кругу боковые трубы. Так делать удобнее, потому что дальше будет быстрее и удобнее ставить ножки. Данный бассейн у нас уже третий год, и каркас до сих пор не заржавел. С ним все окей. После того, как мы вставили все боковые трубы, соединяем ножку с Т-образным переходником и начинаем собирать сам каркас бассейна уже вместе с этими ножками. Для этого берем две боковые трубы, вставляем в Т-образный переходник и в дальнейшем вставляем в получившееся отверстие вот такие вот пластиковые защелки. Работать с ними надо аккуратно, иначе они очень легко сломаются. А запасные такие купить на самом деле проблема. И вот примерно спустя 20 минут наш бассейн готов. Казалось бы и все, наливай водой и купайся. Но поверьте, далеко нет. Это только начало. Дальше нам предстоит еще много всего. Следующим этапом мы будем ставить фильтровальную установку. Я соорудил для нее вот такой вот домик, фильтр-насос у нас живет в нем. И надо продумать, как вы будете ставить сам бассейн, чтобы входное и выходное отверстие было направлено именно в ту сторону, где будет стоять фильтр-насос. В моем случае я пользую вот такой вот трехкубовый фильтр-насос от фирмы Bestway. Для моего бассейна, который идет примерно 6 кубов, это модель 366 на 76, такого вполне достаточно. Обратите внимание, это песчаный фильтр-насос, и именно такие рекомендую использовать в ваших бассейнах. Ведь обычные картриджные толком ничего не фильтруют, и с ними быстро бассейн превращается в болото. Такой фильтрик стоит в 1,5, а то и в 2 раза дороже, чем сам бассейн. Но покупайте такие вещи, поверьте, не пожалеете. Итак, насос установлен, все подключено, все строго по инструкции, все шланги протянуты, подключены куда нужно. Ставим все ниппеля, заглушечки и после этого начинаем обеззараживать бассейн. В первую очередь, перед тем как его наливать, нужно взять альгицид, разбавить его с водой по инструкции и протереть абсолютно все швы, да и желательно всю полость бассейна. Дать высохнуть примерно час и только после этого начинать наполнять бассейн. Альгицид подсох и начинаем наполнять. И опять же важный нюанс.
Как только вы начали заливать бассейн, в него нужно запрыгнуть и быстро разровнять все дно, пока воды налилось совсем немножко. Иначе, если вы нальете воды хотя бы по щиколотку, то поверьте, вес воды настолько придавит бассейн, что вы уже не сможете расправить в нем ни одну складку. Поэтому это нужно делать сразу. Идеально расправлять дно. Итак, бассейн наполняется. Наш бассейн на 6 кубов, в нашем случае нашим водопроводом, заправляется буквально за 4 часа. Воду мы наливаем водопроводную, сразу готовую, чистую, красивую, и начинаем подготавливать наш фильтр-насос. Сразу включать его в бассейн нельзя, иначе получите муть. Нужно сразу заняться промывкой фильтр-насоса. При первом пуске ставим его на обратную промывку и включаем. Внутри песка изначально содержится микропыль, поэтому фильтр нужно промыть обязательно. Как видите, сразу после первого пуска он льет вот такую вот мутную жижу. Поэтому надо подождать примерно 5-7 минут, пока он сам себя прочистит. Итак, время прошло, и вот что уже выходит из него через сливное отверстие. А именно, кристально чистая прозрачная вода. Это говорит о том, что можно переключать фильтр на режим циркуляции и фильтрования. Только не забудьте после обратной промывки включить так называемую усадку песка. Иначе, опять же, достаточно много песка насыпется сразу в бассейн. Эта процедура занимает еще порядка минуты. А сам фильтр-насос подключен у нас через вот такую вот умную розетку с таймером, по которой мы настраиваем расписание, когда включить или выключить сам насос. Поэтому бассейн постоянно фильтруется даже в наше отсутствие. Итак, усадка песка прошла, и включаем насос на режим циркуляции. При режиме циркуляции идет достаточно сильный напор, и при этом из насоса выгоняется абсолютно весь воздух. Это важно. Система должна быть полностью развоздушена, иначе фильтр-насос может сгореть. Включаем на циркуляцию и наблюдаем, чтобы выгнался абсолютно весь воздух. И только после всех этих манипуляций можно ставить фильтр-насос на режим уже непосредственной фильтрации и оставлять его в покое до того момента, пока он не засорится. Потом всю эту процедуру надо будет повторять по кругу. И далее вешаем скиммер. Скиммер нам нужен для того, чтобы собрать мошки и всякий мелкий мусор с поверхности воды. Вот, например, мы только покосили вокруг бассейна, в него налетело травы, и, как видите, она сразу же засасывается в скиммер. Незаменимая вещь, она постоянно поддерживает бассейн в чистом состоянии. Поэтому, если вы поставили себе бассейн и хорошую фильтровальную установку, обязательно задумайтесь над тем, чтобы поставить скиммер. Далее начинаем подготавливать воду. Изначально нужно узнать уровень ее pH. Ну, в нашем случае это хорошая водопроводная вода с pH примерно 7,3, 7,4. Но лучше это, конечно, проверить тест-полосками. И мы будем добавлять в нее химию. Ведь без химии в бассейне, к сожалению, никак. Без химии бассейн превратится в болото примерно за недельки-полторы. Причем в конкретное зеленое. Поэтому третьим этапом будет подготовка воды при помощи химии. Используется 3 вида химии. Для выравнивания pH, в нашем случае это pH-, альгицид, который убивает водоросли, и кислородная химия, которая убивает все бактерии. 3 составляющие: pH, альгицид и кислородная химия. Хлорную химию я не использую. Я не хочу, чтобы ребенок, плескавшись, напился хлорки. Кислородная химия в 2 раза дороже хлорной. После того, как мы залили в бассейн химию, нужно еще подождать желательно сутки. Пускай все это дело растворится и активизируется в воде. И только после всех этих манипуляций, установки, подготовки фильтровальной установки и обеззараживания воды, можно начинать купаться в бассейне. Но сначала подождите, пока он нагреется. Как видим, в нашем бассейне даже нет 6 градусов тепла, а на улице плюс 23. Вот такая вот, казалось бы, простая процедура. Однако занимает она почти целый день.
Зато после правильного запуска и установки нашего бассейна в нем будет всегда чисто и уютно. И детям будет раздолье и веселуха. Бассейна размером 366 на 76 вполне достаточно, чтобы дети в возрасте до 10 лет смогли в нем побеситься. Вот такая вот классная штука, дорогие друзья. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, держите свой бассейн в чистоте и заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!